Если тебе нравятся игры в духе Hitman, где нужно действовать аккуратно и не просто устранить цель, а сделать все тихо и без лишнего шума, то вот для тебя несколько проектов, которые могут подарить ощущение, хоть бы не спалили. В данной рубрике уже несколько роликов по другим играм, без цели показать 100% клонов, атмосфера, механики и так далее. Так что welcome. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Том Клэнси, Splinter Cell, Blacklist. Легендарная серия игр, в которой ты снова играешь за Сэма Фишера, агента, который пытается предотвратить масштабные атаки преступной организации, называющей себя инженеры. Поэтому Сэм собирает новый 4-й эшелон и отправляется по всему миру искать источник угрозы. Самый смак в геймплее. Игра не заставляет проходить миссии каким-то одним способом. Хочешь действовать как настоящий призрак, чтобы вообще никто не заметил? Пожалуйста. Любишь врываться на пролом с оружием наперевес, как Командос? Тоже можно. Даже есть вариант проходить в стиле Пантеры. Тихо устранять врагов и быстро исчезать по типу ниндзя. В арсенале полно фирменных шпионских игрушек. Snake Cam, волоконно-оптическая камера для колоноскопии врагам, дроны, липкие шокеры, нож-карамбит и система быстрого устранения нескольких целей подряд. При этом игра постоянно держит тебя в тонусе, особенно когда пробираешься через охраняемые зоны и пытаешься остаться незаметной мышкой буквально в нескольких шагах от врагов. Здесь также много динамики. Путешествий по разным локациям с тем чувством, что ты действительно элитный оперативник, которому разрешено использовать любые методы ради выполнения задания. Интересный факт. Проект ощущался как компромисс между старой и новой школой Splinter Cell, поэтому здесь целых 3 режима прохождения. Ubisoft Торонто специально построила отдельную систему света и теней. Игру при желании можно пройти вообще никого не убив. И фан-факт. Blacklist стала первой игрой серии без Майкла Айронсайда в роли Сэма Фишера, чем расстроила поклонников серии. Death to Spies. Тут ты играешь за Семена Строгова, капитана 4-го отдела советской контрразведки СМЕРШ во времена Второй мировой войны. Здесь все крутится вокруг тайных операций, диверсий и работы в тылу врага. Игра сразу задает серьезное настроение. Никаких громких перестрелок на каждом шагу. Ты скорее хищник в тени, который должен действовать аккуратно и незаметно. Большая часть миссий строится именно на стелсе. Приходится переодеваться, отвлекать врагов, устранять цели бесшумно и внимательно следить за обстановкой вокруг. Иногда проще пробраться через охрану под чужой формой, чем пытаться идти напролом. Плюс в арсенале есть метание ножей, взлом дверей, установка мин-ловушек и даже скрытное наблюдение с фотографированием целей. Ощути на себе атмосферу шпионской работы времен войны. Многие задания основаны на исторических фактах и рассекреченных данных о спецоперациях. Поэтому игра ощущается не просто как экшен, а как история о невидимом фронте. При этом оружие и техника тоже соответствуют эпохе, что только усиливает погружение. Это старенькая, но хардкорная стелс-игра, где нужно продумывать каждое свое действие. Интересный факт. Игра полностью посвящена деятельности СМЕРШ, одной из самых известных и одновременно самых загадочных советских спецслужб времен Второй мировой войны. Игроки до сих пор обсуждают легендарную сложность последних миссий, которые проходили по туториалам, а некоторые задания можно пройти почти без стрельбы, используя форму, документы и маршруты патрулей. 007 First Light. Ты играешь за Джеймса Бонда еще до того, как он стал легендарным агентом 007. Здесь он молодой и местами даже безрассудный пилот ВМС, который после одного подвига получает шанс вступить в программу 2.0. Но обычное на первый взгляд задание быстро превращается в опасную историю с заговором и агентом-отступником. А самому Бонду приходится работать вместе с наставником, который ему не особо доверяет. Будь как полноценный шпион с разными подходами к миссиям. Можно действовать скрытно, пользоваться гаджетами и аккуратно обходить врагов. А можно идти напролом, когда уже пофиг спалился. Тут еще цепляет атмосфера настоящего фильма про Бонда. Поездки на культовых автомобилях, красивые локации по всему миру и постоянная погоня за противником, который все время оказывается на шаг впереди тебя. При этом разработчики обещают кинематографичную подачу и возможность возвращаться к заданиям с дополнительными модификаторами, чтобы перепроходить как-то иначе. Если тебе нравятся стелс-экшены с вариативностью и шпионской атмосферой, то First Light выглядит как очень интересная попытка показать историю становления молодого Бонда. Интересный факт. Для игры создали отдельную музыкальную тему First Light, которую написали Лана Дель Рей и композитор Дэвид Арнольд, давно связанный с фильмами о Джеймсе Бонде. Разработчики рассказывали, что одним из ключевых аргументов стал подход Hitman – умный шпионский геймплей, где насилие не всегда лучший вариант. И специально убрали некоторые устаревшие черты Бонда, например, чрезмерный сексизм старых фильмов.
Neighbors Back from Hell. Неожиданно, да? Если по сути вкусно, значит вкусно. Это ремастер 2 частей «Как достать соседа». Настоящее шоу про месть вредному брюзге, только вместо серьезных разборок то сплошной хаос, ловушки и максимально нелепые розыгрыши. Ты играешь за Вуди, главного героя телешоу «Соседи из ада», который устраивает своему соседу маленький персональный кошмар ради контента. Вся игра строится на том, что ты пробираешься по локациям, ищешь предметы и комбинируешь ловушки так, чтобы сосед вляпался в очередную неприятность с максимальным выхлопом нервных клеток. Причем важно не попасться ему на глаза, иначе все быстро закончится погоней и хорошей взбучкой. Постепенно розыгрыши становятся все безумнее, просьба не повторять. А действие переносится уже не только в квартиру соседа Скуфа, но и в его путешествие по разным странам. Соседа жалко пипец. Особенно игра цепляет своим мультяшным стилем и юмором начала 2000-х. Здесь все специально сделано максимально абсурдным. Сосед бесится, съемочная группа ловит лучшие кадры, а ты сидишь и буквально коллекционируешь комбо чужой боли. При этом переиздание выглядит заметно приятнее благодаря HD-графике и более плавной анимации. Интересный факт. Разработчики оригинала из Джовуд рассказывали, что идея игры появилась как пародия на реалити-шоу начала 2000-х. Особенно на ТВ с унижением ради рейтингов. Вот времена были, сейчас такого уже не покажут. И еще в ремастере часть контента пришлось буквально восстанавливать вручную, потому что оригинальная игра была написана на старом кастом C++ движке, а переиздание переносили уже на Unity. Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Это ремейк легендарный Snake Eater, где тебя снова отправляют в самый разгар холодной войны. Ты играешь за Naked Snake, будущего Биг Босс, который проникает на территорию Советского Союза ради опасной миссии. Но все быстро выходит из-под контроля, когда его наставница The Boss предает его, а сама операция превращается в начало большой истории, с которой фактически и начинается вся сага Metal Gear. Главная фишка игры все еще строится вокруг выживания и стелса. Приходится пробираться через джунгли, избегать врагов, внимательно следить за окружением и использовать скрытность как главное оружие. При этом игра дает свободу. Можно действовать осторожно и тихо, или импровизировать уже по ходу операции, когда враги догадаются, что коробка двигаться сама по себе не может. Новое управление делает все заметно удобнее, но для фанатов оставили классический стиль, который ближе к оригиналу 2004 года. Благодаря Unreal Engine 5 джунгли, болота и леса выглядят невероятно живыми и детализированными, а система повреждений показывает на теле Снейка каждую ссадину и рану, полученную во время прохождения. Помимо сюжетной кампании, здесь есть дополнительные режимы, включая Fast Hunt с многопользовательскими стелс-сражениями и возвращение странного бонусного режима Guy Savage Delta. Интересный факт. В ремейке сохранили оригинальную историю, музыку и актеров озвучивания, но полностью перестроили визуальную часть и окружение с помощью Unreal Engine 5, чтобы заново передать атмосферу легендарной Snake Eater. На Reddit обсуждали, что Delta местами буквально повторяет структуру оригинальной игры настолько точно, что внутри файлов нашли старые названия ресурсов и элементы Legacy архитектуры MGS3 2004 года. Честно признаюсь, я со стелсом не дружу. А ты напиши, как у тебя с этим дела обстоят. Поделись опытом с криворучками. А если тебе захотелось поиграть или вернуться в знакомую франшизу, то моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии. А главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена. Всем пока-пока.